Добрый день, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым». О взрослых сегодня интересная тема. Тема называется «Как понять свои желания». Вы знаете, у многих с этим есть проблема. Многие люди не понимают, что они хотят, не знают, что они хотят, а многие вообще ничего не хотят. Но ведь как-то живут, спросите вы. Какие-то решения принимают, что-то делают. Чем же они руководствуются, если они не понимают свои желания? Я расскажу. Во-первых, они руководствуются страхом. Очень многие, особенно тревожные граждане, принимают решения, обслуживая свои страхи, обслуживая свою тревогу, избегая каких-то проблем, пытаясь куда-то не попасть и так далее. Если вы внимательно присмотритесь к своим выборам, вы видите, что внутри многих из них это как раз страх и тревога. Второй огромный блок для принятия решений – это какие-то родительские установки. Например, о том, что надо быть честным, о том, что надо много работать, о том, что без труда не вытянешь рыбку из пруда, о том, что семья это вот так, а работа это вот так, а жизнь, в принципе, это вот так. А вот выходные надо проводить вот так. Всегда мне, кстати, было странно, почему в православной стране в воскресенье все полы моют и квартиру убирают. А еще иногда и на кладбище катаются. Так вот, очень многие вот такие установки связаны с родительской семьей, с тем, как жили уже повзрослевшие дети, с мамой и папой, что было у них дома и так далее. И ни там, и можно еще найти много очень мотиваций для того, чтобы спросить себя, как жить и что делать. Нигде не присутствует слово «желание». Нигде не присутствует «я хочу», «я делаю так, потому что мне это нравится». В чем здесь проблема? Давайте разбираться. Проблема номер один. Вы были ребенком, с которым никто в детстве не считался. И даже когда утром вставали и пытались позавтракать, никто не говорил, а что ты хочешь на завтрак, яичницу или творожок, мюсли или блинчики, чай или кофе. Вы ели то, что вам дают. Вы носили одежду, которую вам покупала мама. Деньги карманные вам, скорее всего, не давали. Если вы что-то просили, то родители могли сделать, могли не сделать, но в принципе они сами решали, что вам надо, вплоть до поступления в институт после школы. Именно они решали, где вы должны учиться, в чем вы должны ходить, независимо от пола. Я помню, даже мой отец говорил, что, например, волосы назад носить это интеллигентно, а зачесывать на лоб это как-то по-быдляцки. А у старика уже волос самого мало тогда оставалось, я его понимал. Но стал его понимать на самом деле, когда вырос. Я не помню, чтобы у меня дома кто-то меня спрашивал, я с братом, или нас обоих, что мы хотим. Но мы ели, что нам давали, и мы носили то, что нам покупали. Так вот, когда ребенок рождается и живет в такой обстановке, он реально не понимает своих желаний, потому что никто эти желания с детства не реализовывал, никто его не спрашивал, никто не культивировал, тем более, его желания. А я, например, помню такую историю, когда я был совсем мелкий, смотрел «Спокойки». Да почему-то прямо посреди мультфильма заходила мама и сказала, а сейчас нам надо уже пол до кухни помыть. Ну, честно говоря, я его и раньше обещал помыть. Но мама вспоминала именно на середине «Спокоек». Я говорю, можно через 5 минут? Говорит, нет, говорит, можно прямо сейчас. Быстро помоешь, успеешь к концу. Короче, вот когда ты так живешь, то ты не очень понимаешь, что ты хочешь. И с этим большая проблема. Итак, блок первый. Это взрослые, в детстве которых их желания не учитывались. Блок второй. Так называемая амбивалентность. Амбивалентность – это когда у вас разномотивированные, даже, с желанием это нельзя назвать, просто разные мотивации, разнонаправленные мотивации. Со смешными историями. Например, я хочу худеть и есть одновременно. Я хочу работать и отдыхать, я хочу читать и смотреть телевизор, я хочу телевизор смотреть и спать, ну и так далее. Когда человек не может выбрать, потому что он не может выбрать из каких-то разных мотиваций, разнонаправленных. Тут огромную роль, кстати, играет тревожность. Дальше идет проблема с неуверенностью. Я бы как бы знал, что я хочу, но я вот не уверен, что то, что я хочу, это оно, да, а вдруг это не оно. Притом это касается от выбора носков, заканчивая выбором профессии, семьи и смысла жизни.
А следующая история — это люди вообще с подавленными желаниями. То есть они у них настолько не развиты, что люди живут очень рационально. Они делают что-либо, потому что это надо, потому что это правильно, потому что это эффективно, потому что это должно принести результат. А такие люди очень часто бывают вполне успешны в карьере, но очень неуспешны, как мы любим говорить, в личной жизни. Потому что их эмоциональная сфера подавлена, задавлена или вообще никак не развита. Вот то, что я сейчас рассказал, это и есть то, о чем мы сегодня будем говорить. Алло. Алло. Как вас зовут? Добрый день, Мария. Мария. У меня такой вопрос. Я не очень уверенный в себе человек, и я действительно как-то привыкла себе не очень доверять своим желаниям. Например? Вот у меня молодой человек, с которым у меня были длительные отношения, он все время мне говорил, что я как... я привыкла еще страдать, у меня установка на страдания, понимаете? И вот он мне все время говорил, когда я что-то хотела, что я какая-то не такая, как все. Второго молодого человека я притянула. Он, когда я говорила о своих каких-то желаниях или отставила свое мнение, он говорил: извините, жопенька, это у тебя что-то гормональное, успокойся. Я не знаю, вот действительно, обоснованы мои желания или не обоснованы, и мне уже много лет. А вы можете пример привести, когда вы не уверены, вот что вы хотите, например? Ну, часто это бывает сходить на какую-нибудь лекцию или не сходить на какую-нибудь лекцию, я не знаю. Или там купить какую-нибудь кофту, или не купить какую-то кофту. У меня мама еще лучше всех знает, что мне надо. Давайте с какой-нибудь кофты и начнем. Вот какой-то конкретный пример, как вы приходите в магазин, прямо рассказываете, вот зачем вы пошли в магазин, или вы ее увидели случайно, что дальше было, расскажите что-нибудь. Ну, я уже просто боюсь ходить в магазин, потому что мама мне объяснила, что я всегда покупаю себе что-то не то, и мне нельзя ходить в магазин вместо нее, мне 50 лет, отдельно от нее, потому что я обязательно спущу деньги просто так, на что-то не то. Но я действительно не очень практична, это правда. Ну, а вы считаете, что практичность — это такое достоинство для человека, да? Я не знаю, что я считаю. Понятно. Что вы мне посоветуете? С чего начать, куда бежать? Я вам посоветую, во-первых, не ставить маму в известность о своих передвижениях. Вот я давайте с кофты и начал бы. Вы приходите в магазин. Попробуйте вот некоторые вещи доводить до конца. Например, вы смотрите, и тут какая-то кофта привлекла ваше внимание, вы ее берете уже руками. Если вам не стало противно, идите ее мерите, и дальше никого не зовете в примерочную, не трогайте продавцов. Стойте и мерите до закрытия магазина. Мало будет, приходите на следующий день. Маму тоже не трогайте. Дальше, если вы принимаете решение уже от усталости, что вы все покупаете, то когда вы заплатите в кассе деньги, выкиньте чек и бирку от кофты, чтобы у вас не было желания, например, ее сдать обратно. Дальше, если она вам вдруг разонравится, так как у вас как раз вот эта амбивалентность, значит, выкинули деньги. Я думаю, после третьей выкинутой кофты и потраченных пустых денег вы начнете уже что-то носить. То есть, если вы понимаете смысл какой в этом совете, никого стараться не спрашивать, а так как мама, несмотря на то, что вам 50 лет, имеет на вас до сих пор влияние, и это не самое лучшее влияние, то не надо маму вообще ставить в известность о том, что вы собираетесь делать. Если вы вам больше вообще поговорить не с кем, ну поставьте ее в известность после того, что вы уже купите. Здравствуйте, я не знаю, где мне работать, не могу определиться. Из нынешней работы выросла, а где работать не знаю, спасибо. И дальше она продолжает насчет технаря. Но лучше, Настя, слово «технарь» все-таки через «а» писать. Технарь — это как-то не по-русски. Сослали в архитектуру со словами «папа поможет», в скобочках «папа архитектор». У вас, как и у Марии, правда, мама эту роль играет, огромную роль играет в жизни родителя. Я не знаю, нас слушают сейчас и пионеры, и пенсионеры. Кто-то сейчас скоро школу будет заканчивать, и там родители уже перестроились решать, куда ребенку поступать. Родители дорогие, дайте возможность ребенку самому определиться, и может потом только 5 лет учиться, а потом 40 лет работать. А если у вас будут вопросы по этому поводу, я с удовольствием тоже на них отвечу. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Добрый день, Михаил и все гости студии. У меня такой вопрос. Вообще ни одного гостя в студии, так на всякий случай, Ирина. Хорошо. Нет, мы с Александром, со звукорежиссером. Такой вопрос. У меня как раз такая ситуация жизненная, когда родители вообще никогда не считались своими желаниями,
И такое ощущение, что даже вообще и не замечали. И, в общем, какой-то как-то я пример так с можете этим из выросла. детства привести? Ну, например, то есть я сама всегда вставала, шла в школу, то есть если бы я не пошла, наверное, мама и не заметила. Папа часто был в командировках, но когда приезжал, тоже Это же мечта для ребенка, как-то не нет? особо. Да, вы знаете, потом я уже это оценила. Вот, но меня никогда не поздравляли с днем рождения, никогда Это ни уже разу за грустно, всю да, жизнь это уже грустно. не праздновали дни рождения, даже не поздравляли. Меня отправляли в пионерские лагеря и зимой, и летом, и, в общем, я как бы так вот росла вместе со всей страной, мне 52 года, и, в общем, как-то вот так вот выросла сама по себе. Но проблема в чем? У меня 2 детей, и с детьми, конечно, у меня пошла ситуация совершенно от обратного. То есть я прислушивалась всегда к их желаниям, я Вы давала им слышите, что вы всегда говорите? право Проблема выбора. в чем? Я вас цитирую дословно. Проблема в чем? Да. У меня 2 детей, с детьми я пошла Да. от обратного. А в чем проблема-то? То, что у вас Проблема, их 2? сейчас скажу в чем. Да, нет, проблема в том, что дети не могут сделать выбор. То есть вроде бы как мне не предоставляли его, и я его потом, видимо, научилась делать достаточно быстро и четко. А детям я всегда предоставляла выбор, и они как вот Буриданов осел, они не знают, что много всего выбора, и они не могут выбрать. Вот это, может быть, как-то мне кажется, что я им его предоставляю, а на самом деле нет. Или они просто уже, это у них какая-то проблема с выбором. Нет, проблемы, конечно, это у них, и это не обязательно следствие того, что им предоставляли выбор. Это следствие невозможности определиться, неуверенности детей. Это может быть и наследственный характер носить, это может быть следствие воспитания, так заочно не скажешь. А я отношусь к тому типу неуверенных, мне 38, я не замужем. Так я не определилась жизненными целями и желаниями. Запуталась, просто существую, как мне жить дальше, как обрести цели и желания, Татьяна. Но не совсем эта тема, Татьяна, нашего разговора, тем не менее я вам отвечу. Нет никакой в жизни цели, потому что жизнь сама по себе является самоцелью. Когда у человека не складывается жизнь, тогда он начинает придумывать в ней смысл. Это первое. Второе. Судя по тому, что пишете, я не замужем, то есть мне 38, дальше я не замужем. Это для вас принципиальный вопрос, вы с этого начинаете свое обращение. Дальше вы пишете, так не определилась жизненными целями, просто существую. На самом деле просто существовать, Татьяна, это мечта миллиардов, даже не миллионов. Ни у кого просто не получается просто существовать. Или давайте по-русски скажем еще, есть слово просто жить. А все очень непросто существуют, все какие-то пытаются задачи перед собой ставить, ориентиры какие-то находить, реализовывать свои цели, амбиции, которые не бывают здоровые, так на всякий случай. Поэтому я не знаю, в чем, собственно, у вас проблема. Но не определились, значит, вы, голова у вас ни о чем не болит. Когда человеку хорошо, он, в принципе, не заморачивается на тему жизненными целями. Вот с желанием эта история другая. Позвоните, мы с вами обсудим. Добрый день. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Алевтина, у меня 3 детей. Мои дети едят утром то, что я им приготовлю, хотя я знаю, что они все хотели бы что-то иное, и носят одежду такую, какую я им даю и покупаю. Скажите, какими другими способами я должна воспитать у детей чувство, чтобы у них было свое желание и вот то, что вы о чем говорили? А сколько лет вашим детям, Алевтина? Старший 13, а младшим по 7 лет. Скажите, пожалуйста, они когда-то свои желания сами-то выражают? Выражают. Утром они выражают желание, но у меня нет ни возможности, ни времени всем готовить отдельно. Может быть, они сами будут себе готовить? Нет, они не будут себе сами готовить, потому что мы всегда опаздываем в школу. А чего так странно живете? Все время бежите, что ли? Времени ни на что нету. Объясните. В принципе, как и все, да. Стоп. Не надо, Алевтина, за всех не говорите, пожалуйста. Все по-разному. Вы слышали, вот сейчас звонок был. Девушка сама вставала, шла в школу и сама себя кормила. Я спрашиваю лично про вас. Вы-то что так живете? Вы куда-то торопитесь? Да, мы утром торопимся. Куда? В школу. А почему надо так вставать, чтобы потом бежать, и все это на ходу, и нету времени, и вообще ничего нету? По-другому никак нельзя? Не получается? Не получается, да. Вопрос второй. Когда вы покупаете одежду, вы в школу не торопитесь в это время? Нет, мы носим одежду, ту, которую нам отдают знакомые, и я покупаю ту одежду, которую считаю
нужным, которое подходит и на вырост, и мне кажется, что она практичная. Я Но понимаю, это упирается в то, что у вас... старший. Да, это проблема упирается в то, что у вас денег не хватает, я правильно понимаю? Да, не хватает. Но в рамках того, что вы все равно покупаете, вам что, трудно взять ребенка, хотя бы, чтобы он цвет какой-то выбрал? Ну, не трудно, но так получается. Ничего в жизни так не получается, кроме того, что вы своими руками делаете. Я еще понимаю, нет времени с утра готовить, хотя 13-летняя дочь уж могла сама себе, наверное, приготовить, если она прям что-то хочет конкретное поесть, правильно? То есть, судя из ваших ответов, все равно как-то надо находить полутона и соблюдать все-таки то, что... Ну, в пределах ваших возможностей. Я понимаю, что если дети попросят то, на что у матери нет денег, вы им все откажете, да? Ну, например, даже вот простые вещи, да, но символические деньги детям надо давать уже в 6 лет. Я не говорю большие суммы, хотя бы символически на жвачку. Нет у вас таких денег? Нет, я даю и в школу, и старшим, и маленьким даю. Ну вот, видите, какие-то вещи вы все-таки делаете. По возможности надо учитывать, исходя из своих, так сказать, возможностей материальных. То, что касается беготни по утрам, вот это, откуда люди тревожные? Вот они оттуда начинается все. Они куда-то бегут с утра, нет, чтобы нормально лечь, нормально встать. Я могу сказать, как человек, который родился в Москве, и, наверное, тоже привык все делать быстро, правда, не с утра, и бежать. Я как-то много лет назад, есть у меня еще любимый город Калининград, и я поехал в Калининград, а там такая дорога еще немцами построена из аэропорта Храброво в город, не новый, а вот такая старая, где такие стоят очень старые деревья, узкая. И еду я на такси, и водителю говорю, а что, типа, машина не работает? Чего мы едем-то так медленно? На что водитель, житель города Калининграда, в котором другой совершенно темп жизни, говорит, а вы что, торопитесь куда-то, что ли? И я понимаю, что веду себя как полный псих, потому что я приехал-то отдыхать, а не работать. И действительно, что так дергаться-то? Вот, и я как-то расслабился, мне сразу стало легче. В Москве это редко такое состояние у тебя бывает. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Как Я вас в зовут? эфире. Вы в эфире, да. Угу. Очень приятно. Меня зовут Римма. У меня вопрос по поводу старшего сына. Да, Рима. Он взрослый, ему 18,5 лет, и он вот очень хороший мальчик. То есть вот учится, сейчас вот в институте учится. Какая проблема, о которой я хотела бы вот спросить? Меня волнует то, что у него как бы вот желаний практически нет. Когда я даже спрашиваю, что тебе подарить на день рождения, он говорит, я не знаю, у меня все есть, у меня все отлично, спасибо, мамочка. Ну, то есть как-то вот круг того, что его может порадовать, и я спрашиваю, например, а что ты хочешь в жизни дальше делать? Где ты хочешь учиться дальше, где ты хочешь работать? Он как-то говорит, я не знаю. А он всегда был такой, или у него такой сейчас пубертатный период так выглядит? Или он прямо и в 5 лет, и в 7 лет был такой же? Вот он всегда был, наверное, да, он такой был всегда. А в кого он такой? Вас, в папу? Не знаю, может быть, я его давила в какой-то момент, я так думаю. Я сейчас сама, мне кажется, поменялась. Так вы его давили? Я думаю, да. А как вы его давили? Ну, например, если я хотела, чтобы он перешел в другую школу, потому что мне казалось, эта школа там... Можно не продолжать. Слушайте, что вы сейчас можете сделать в этой ситуации, хотя у вас времени осталось мало? Попытаться, во-первых, закрыть рот и стараться дать возможность ребенку высказать все, что он хочет. Не давить на него в том смысле, что не заставлять его точно ничего. А даже если вы предлагаете ему, то один только раз и не настаивая. Да-да, нет-нет. Потому что пока все-таки он еще ребенок, у него есть шанс изменить свою психику. Когда он станет уже совсем взрослым человеком, то это будет уже как черта характера. К сожалению, это не очень приятно для человека, когда у него подавлены эмоции, то, о чем я сказал в начале нашей программы. Поэтому вот сейчас, когда он заканчивает школу, если он не знает, куда ему идти учиться, пусть никуда не идет, пусть он работать идет или там в армию на год, если он прям хочет туда попасть. То есть надо сделать так, чтобы он что-то начал делать свое, не то, что ему сказали или посоветовали родители. Неважно, с чего он начнет,
Важно, чтобы это было точно его дело. Если вам хватит терпения, то вы сможете компенсировать то давление, которое было раньше. Добрый день, я думаю, что свои желания пытаюсь воплощать, но сейчас стал вопрос выбора трудовой деятельности. И в этом ступор, не могу понять, что нравится, чем хочу заниматься, как выходить из этой ситуации. Опыт разнообразен, подал на работу, к примеру, со знакомым или по совету Сергей. Сергей, чтобы из этой ситуации выходить, надо, во-первых, чем-то заниматься. То есть какую-то работу пробовать хотя бы. Почему так вообще бывает? Никакой работы абстрактной не существует. Работа в идеале это самореализация человека. Вот я психолог, моя работа это то, что я себя реализую. У меня нет какой-то вот такой работы специальной, я думаю, куда бы мне пойти. Это такая счастливая история. Хотя такую историю счастливой может иметь любой человек, если ему нравится то, чем он занимается. Но так как еще многих отбили всякое желание чем-то заниматься, интерес в школе, вот я могу сказать, как у меня, например, был отбит интерес к вождению автомобиля. Я не вожу автомобиль. Когда мне было лет на 13 или 14, было УПК, и все мечтали мальчики попасть на водителя. А количество мест на водителя там был такой неплохой грузовичок, ГАЗ-51А, как сейчас помню, было строго ограничено. И те, кто не попал на водителя, стали заниматься работать автослесарями в Филевском автобусно-троллейбусном парке. Это было огромное разочарование, потому что одно дело, ты ремонтируешь автобусы и троллейбусы, а твои одноклассники в это время уже крутят баранку, более того, еще и получают юношеские права, которые можно было в 18 лет поменять на взрослые права. И, видимо, психотравма была так велика, что уже на 6-м десятке я так и не научился водить машину. Вот, видимо, так убило во мне это нереализованное желание на всю жизнь. Не знаю, может, когда-нибудь еще и научусь, но пока как-то такой потребности не испытываю. А мне 44 года, до сих пор не знаю, как мне жить и что я хочу. Что я хочу детей и жены. Нет, разведен, работаю, хорошо зарабатываю. Как понять, что нужно от жизни, как правильно жить? Понимаете, здесь особенно нечего, а правильно жить — это жить так, как тебе нравится. Это Игорь из Новгорода спрашивает. Игорь, когда вы будете жить в согласии со своими желаниями, это и будет правильная жизнь. Для вас, во всяком случае, точно. Добрый день. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Оксана, я из Москвы, сыну моему 11 лет. У меня как раз та ситуация, когда мальчик выбирает, что он хочет на завтрак, на обед, есть варианты какие-то, он выбирает. Замучил уже, Оксана? Что? Замучил уже малыш выбирать-то мать? Нет, он выбирает обычно из того, что есть. То есть это там творог или каша, или яичница. Или вот если он встает, он любит там часов в 6 подняться, он уже берет себе творожок или бутерброд, вот что-то такое нехитрое. Вот, и я столкнулась с такими двумя видами претензий ко мне, как матери, со стороны там знакомых и даже школы. Во-первых, что я лишаю ребенка детства, и что бедный мальчик встает, и вместо того, чтобы не думать ни о чем, он должен думать, что ему хочется. А второй блок претензий состоит в том, что зачем вообще детям с чего-то они должны решать. Хочет и пусть хочет, но это, если есть выбор, там, бутерброд, не знаю, с колбасой или с икрой, то говорят, ребенку надо дать с колбасой, потому что он съест, ему будет все равно, а вот взрослый от икры получит больше удовольствия. И меньше денег потратить, точно? Да, но это все обычно в разумных пределах, то есть он не ест икру ложками. И я в этом не вижу проблему. А вот у меня есть знакомые, которые даже выезжая на шашлыки для детей берут курицу или еще что-то, более низкобюджетное. И очень удивляется, что я говорю, как же, вот он хочет тоже шашлык, или там он хочет пиццу, он говорит, нет, пусть он сначала кашу поест с котлетой, а потом ест пиццу. Или он хочет пиццу, и пусть хочет. Он ребенок, что он вообще может хотеть. Вот, не знаю, может быть, он меня пока не хотел так сильно, чтобы не пришлось сильно ужимать. Мой вопрос, справедливы ли вот эти претензии, что я его лишаю детства, и что вообще он пока маленький, не должен ничего хотеть, и какие у него могут быть желания. Спасибо. Нет, конечно, претензии несправедливо. Если он маленький, это не значит, что он может чего-то не хотеть, наоборот, мелкие хотят гораздо больше. Значит, вот тут какая история.
когда вы себя таким образом ведете, пока ему 11 лет, он выбирает, тратит на это время и так далее. Но как только он вырастет, это произойдет совсем скоро, вот считайте, с пубертата, 14-15 лет, он уже точно будет знать в жизни, что он хочет. А это просто мечта и для человека. А как он будет девушкам нравиться? Девушки просто обожают мужчин, которые точно знают, что они хотят. Потому что людей в себе уверенных любят все. А вот неуверенных, как правило, не любят. Именно за их неуверенность, потому что они могут просто мозг вынести, не понимая, что они хотят. И это для человека вообще огромное преимущество в жизни, когда он понимает, как ему жить, и он как бы сам отвечает за себя, сам принимает решения, потому что он знает, что он хочет. Почему ваши знакомые вас осуждают? Потому что мы ненадолго погуляли, а вообще у нас, как бы, так сказать, история вполне тоталитарная, которая не предполагает никакого выбора, не предполагает, чтобы дети еще рот открывали и что-то вякали, что они хотят. И вот это наследие тоталитарного прошлого, которое, кстати, недалеко убежало, оно продолжает в людях существовать. И людям непонятно, что это вы так с детьми-то нянчитесь. Вот, в принципе, природа претензий. Добрый день. Алло. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий. Да, Дмитрий, пожалуйста. Из Самары. У меня такой вопрос. Постоянная неопределенность выбора в плане того, что с каким человеком жить. То есть у вас супруга, прожили 15 лет, разошлись. Ну, раз и 15 лет-то прожили, вы знали, что вы хотите с ней жить? Ну, да, но были постоянно, женщина постоянно искала кого-то. Потом после развода продолжал с ней какие-то общение. Но появлялись другие женщины, вроде бы начинал серьезно строить отношения, но все равно, опять же, мысли о супруге, и опять этот выбор у меня постоянно был. Вернуться ли к Лее назад, либо остаться чем человеком с новым. И вот этот выбор, постоянный, то есть какая-то неопределенность. Дмитрий, в чем ваш вопрос? В чем вопрос? Какой правильно выбор, идти дальше прямо или все-таки... Я понял. Видите, какое дело? Тут ситуация сложна тем, что вы выбираете головой, а потребность у вас в отношениях носит эмоциональный характер. Я сейчас поясню, так как эта проблема не только вас касается, а и других миллионов людей, которые нас сейчас слушают. История вот какая. Когда родителей в жизни, как правило, слишком мало, иногда бывает наоборот даже слишком много, то у детей, кстати, у женщин больше, чем у мужчин, проблема отношений вылезает на первое место. То есть человек может работать, строить карьеру, зарабатывать деньги, но думает он не об этом. Он, как девушка, думает о том, с кем ему жить, с кем строить отношения. Что происходит с Дмитрием? Дмитрий вроде бы определился, женился, 15 лет прожил, но так как жена и так уже существует в его жизни, она с точки зрения строительства отношений ему не интересна, она и так его жена. Поэтому Дмитрий гуляет налево и направо для того, чтобы еще с кем-то какие-то отношения замутить, потому что сама идея вот этой интриги, вот этих сложных взаимоотношений, это, как правило, последствия детской психотравмы, связанной с непростыми отношениями с родителями. И вы знаете, вот то, что говорит Дмитрий, дело не в том, что он выберет, да, он примет решение, я буду жить там с Машей или с Наташей. Проблема в том, что он должен внутри себя успокоиться и перестать вообще выбирать, с кем ему жить. Потому что жить можно только с тем, кого ты любишь. В принципе, это конец рассказа. Все остальное мало интересно для жизни, хотя если у человека нет, как говорят психологи, запроса на любовь, то есть ему не нужны эти чувства, он может жить с тем, с кем ему жить комфортно, удобно, прибыльно, эффективно и так далее. А если мы говорим о людях, у которых нормально развиты эмоциональные сферы, у них есть потребность испытывать кому-то чувства, то самое правильное и здоровое — жить с тем, с кем ты хочешь жить, просто потому что его тупо любишь. Какой он при этом дебил, козел или хороший человек, роли не играет. Для любви так точно. Поэтому здесь логика вообще тоже никакого значения не имеет. Она ничего не поможет в выборе. Для того, чтобы Дмитрию и остальным слушателям определиться в этом вопросе, им надо не человека правильного выбрать,
им надо как бы с собой прийти в согласие, в психологическую стабильность, излечившись от детской психотравмы. Тогда решение придет само. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Алла. Я бы хотела задать вопрос по поводу своего сына. Ему 18 лет. И по поводу вот сегодняшней темы выбора у него все замечательно. Он выбрал специальность, он учится, он планирует продолжать образование, поэтому и знает, куда идти работать. Но вот месяц назад как бы у нас была такая знаменательная дата 18 лет, и вот для него она стала какой-то такой очень ключевой, и вот после буквально празднования, так сказать, Остапа понесло. В том плане, что я никого не слушаю, я делаю, что хочу, стал грубым очень, огрызаться, какие-то там совершенно непозволительные вещи делать, и как бы вот последние там 4 недели, буквально после 18-летия, совершенно стал как бы неуправляемым. Угу. Такая ситуация. И? Ну вот, я хотела задать вопрос, как бы, 18-летие как бы может такую вот ключевую роль сыграть для такого изменения там в поведении, вообще там, не знаю, в отношениях? Может, но у него, судя по описанию, запоздалое развитие. Это он должен был выдать все лет в 15 на самом деле, ну максимум 16. Видимо, это был правильный ребенок до 18 лет, который четко знал, что он хочет, учился, все у него шло по плану. И, как вы правильно сказали, Бендера понесло. Вдруг то, что должно было быть как раз посреди пубертата, в классе 9-10, у него вот пришлось на пост, так сказать, школьный, или это у него последний класс, или первый курс института, на этот период. К сожалению, да, в 15-14 как-то это веселее переживается, в 18, когда он уже как бы одной ногой взрослый, это сложнее. Что я могу предложить в этой ситуации? Проявить терпение, дать ему возможность самому принимать решения, потому что он сейчас будет играть во взрослого сам, что никто как бы не давлеет надо мной, никто за меня ничего не решает, я сам. Потому что чем быстрее он наиграется, тем быстрее он придет в сознание. А это очень важно, чтобы он повзрослел и начал уже нормально себя вести, и, так сказать, детский сад у него закончился. Но для этого ему нужно прожить этот кусок, который дети проживают гораздо раньше, чем он, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Вот его накрыло в этом возрасте. Ничего, конечно, хорошего в этом нету, но это гораздо лучше, чем если бы его накрыло, когда ему было, я не знаю, там, 25 лет. Потому что дети, которые подавлены родителями в доме, да, их накрывает, когда уже все давно на пенсию выходят, они только начинают проявлять самостоятельность. Вот в этом смысле вам нужно проявить терпение, так, как будто вашему сыну не 18 лет, я не знаю, 13, 14, 15. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Михаил, меня зовут Ирина, я звоню из Санкт-Петербурга. Спасибо вам за ваши передачи, и хожу на ваши лекции в городе, когда вы к нам приезжаете. Вопрос следующий. У меня есть внук, ему 5 лет. В принципе, мы стараемся его воспитывать именно вот вашими принципами, да, он одевает то, что он хочет. Бьете, что ли? А? Бьете, что ли? Нет, он делает то, что он хочет. Как бы мы не стараемся ему мешать. Но вот возникает следующая вещь. Значит, мы покупаем ему хорошие вещи, полезные, то есть, здоровые. Хорошие кожаные, например, ботинки. А ребенок хочет носить не то, что мы ему купили, а ему нравится вот та обувь, не полезная, скажем так. Или на роликах, или вот обязательно скопирует у какого-то мальчика какие-то вещи. Поэтому вот вопрос, стоит ли как-то влиять? Ведь мы же ему полезные вещи предлагаем, а он хочет вещи, которые будут влиять на его здоровье. А сколько это ему первое. лет? 5? 5 лет, это первое. Так. И вторая с этим же связана. Не говорит ли его желание копировать мальчиков, причем не старших, а именно своих друзей из детского садика, о том, что он, в принципе, может быть неуверенным в себе сам? Ну, все может быть.
Здесь все непросто, не обязательно неуверенно, есть какая-то, называется, референтная группа. Дети, которые пользуются у нее авторитетом. То, что касается баланса соблюдения между полезным и то, что ему нравится, это, конечно, непросто, потому что весь мир вообще ходит в дешевой китайской обуви под названием кроссовки, обычно из кожзама. Если вы приедете в Европу, то вы видите, что все европейцы, даже хваленные итальянцы с французами, женщины и мужчины ходят в джинсах и в этих дешевых кроссовках, которые от силы стоят 20 евро. Исключение составляет Великобритания. Все-таки они ходят в ботинках. И не в джинсах, а в брюках. Ну, тоже по-разному, конечно, но там их больше. Поэтому я вас понимаю, но пока ему 5 лет, я думаю, должен носить то, что говорят родители, а будет, когда постарше, и это будет принципиально для него, в школе, может быть, и надо пойти, ему будет навстречу. Михаил, здравствуйте. С детства не понимаю, кем хочу быть, как выбрать профессию, пробовать себя в разных сферах. Маргарита, 29 лет. Вы знаете, Маргарита, у вас нету потребности, может быть, себя реализовать. Вот эти вопросы, их тут море, они однотипные. Как выбрать профессию, не знаю, чем я хочу заниматься. Встал вопрос выбора трудовой деятельности, это Сергей пишет и так далее. Эта история не про то, что я не знаю, чем я хочу заниматься, а история про то, что я вообще не знаю, хочу ли чем-то заниматься. Эта вот внутренняя подавленность ведет к отсутствию потребности в самореализации. Нужно эту проблему решать, тогда профессия придет сама. А в принципе есть, конечно, профессиональные тесты, которые вы можете пройти, и они ориентируют вас... Вот вообще вся работа делится на 3 категории. Работа с бумагой, работа с механизмами, работа с людьми. Внутри этого есть куча подразделений. Вы можете такие тесты найти где угодно. Я не знаю, если вам это поможет. Я думаю, не очень. А то, что вам в тесте написано, что вы призваны для того-то, желание не появится. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Артур, мне 26 лет. Несмотря на свой столь юный возраст, как бы пропало желание, интереса вообще разносторонне, не хочется не проявлять себя, не развиваться. И от этого чувствуется подавленность и теряется вкус жизни. И ваш вопрос, Артур, у нас минута. Алло. Да, задавайте вопрос, потому что у нас минута. И минута. хочется знать, есть ли как бы смысл в себе ковыряться, искать эти скрытые интересы. Смысла никакого, у вас депрессия. Вам есть смысл идти или к психологу, или к психоневрологу. Я не знаю, в какой форме ваша депрессия. В поведенческой, это психологу. В клинической, но для клинической формы нужны следующие хотя бы вещи. Изменение массы тела, нарушение сна, изменение стабильного настроения на негативное, или чтобы они периоды у вас чередовались, либо увеличилось количество, так сказать, негативных эмоций прямо с утра. Если пока просто вы в размышлениях, может быть, обойдется психологом. Если это уж какие-то серьезные у вас проблемы, то тогда уже, может быть, и к психоневрологу. Каждый второй вопрос по поводу профессии. Я еще раз напомню, что мы сегодня разговариваем о том, как понять свои желания. И я хочу обобщить. Вот, сменил 10 работ, не могу понять, что нравится, что делать, как выбрать профессию, ну и так далее. Давайте обобщим эти вопросы. Я уже начал об этом говорить. Проблема, друзья мои, не в работе. Проблема в том, что у вас с детства был отбит интерес вообще к чему-либо, может быть, еще в школе. И вам надо не сколько профессию искать, сколько разбираться со своим богатым внутренним миром, понимать, почему у вас нет потребности к самореализации. А сколько женщин, которые хотят выйти замуж, рожать, видимо, каждый год до самой пенсии, никогда не работать. А сколько мужчин мечтает о том, чтобы срубить сразу много денег, чтобы потом не париться, сидеть дома и тоже никогда не работать. Это же на самом деле очень все нездоровые, связанные с неуверенностью и страхами идеи. А вот в дикой природе, например, если животное себя прокормить не может, то оно как бы считается ущербным, обычно долго не живет. Люди могут жить всю жизнь, не работая. В странах Запада, как у нас говорят, есть даже пособия, на которых можно безбедно существовать до гробовой доски. Но проблема у человека в том, что он сам не получает от жизни удовольствия, потому что самореализация – это часть жизни. У нас когда-нибудь будет такая тема. Дело в том, что очень многие люди делят свою жизнь на работу и отдых.
И это тоже большое несчастье, потому что когда ты занимаешься своим делом, ты просто тупо не устаешь на работе. Это и есть твой отдых в каком-то смысле. А усталость твоя носит исключительно физический характер, а не моральный. Там нет таких историй про выгорание и так далее. Я так устала. Добрый день, как вас зовут? Да, как вас зовут? Алексей. Да, Алексей, пожалуйста. Вы знаете, случайно не попал на эту радиостанцию, и тема поднята уже мною, то, что вы все сегодня говорили, то, что вам звонили, очень близко мне. Я как раз нахожусь в том периоде, когда понимаю, что самореализация как таковой не состоялась. Была и детская психотравма, будучи ребенком, ну, это, скажем, мама, и психотравма, которая была в школе, это тоже была женщина. И дальше по жизни мне как бы не получалось выстраивать свои желания, потому что я постоянно подстраивался под желания своей жены, и мне казалось, что я что-то делаю. Но, по сути, жена стала бывшей, благодаря своей любимой женщине я смог осознать это. Но, опять же, по истечению определенного периода, того, что у меня нет своего личного роста, то есть я как бы подстраиваюсь под ситуацию и делаю для кого-то что-то. Сам себя я практически, ну, не то что потерял, но близко к этому, потому что сейчас, когда я это осознал, есть чувство фрустрации, есть чувство... Очень много, я беру очень много ответственности, но я беру ответственность не за свою жизнь, да, как таковую, а ответственность за тех людей, которые меня окружают. Для них я готов сделать что угодно, я знаю, как для них это делать. Для себя у меня это с трудом получается, то есть осознать свои желания, и на этом периоде времени мне уже за 40, получается сложновато. Такой момент переломный, и хотелось бы, чтобы понять правильно, как мне двигаться. То есть эмоционально, я больше всегда был, о тех эмоциях, эмоциональной связи, которые вы сегодня говорили, она всегда присутствовала во мне. Я искал этих эмоциональных отношений, их выстраивал, да, но проходил какой-то период времени, будь то в браке, будь то без брака, эмоции уходили, оставалось на поверхности то, что я сам не реализовываюсь, и я это прекрасно понимаю. Спасибо. Сейчас я попробую вам ответить. Как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. О чем эта история? Когда многие из нас могут сказать, что для себя я прям палец о палец не ударил, для других людей я готов. Я знаю как, что, но не для себя. Это история о том, что я себя не люблю, у меня низкая самооценка, и я не привык вообще для себя ничего. Не просить для себя, не потворствовать своим желаниям, но для других я готов. Ничего хорошего в этом нету, потому что для того, чтобы можно было дать что-то другим, надо сначала дать что-то себе. Люди, которые не могут для себя ничего сделать, которые вообще не себя выбирают в отношениях, у них такие невротические отношения, не то, что они прямо все отдают себя людям, вот просто такая ущербность существует здесь. Поэтому, если вы хотите решить эту проблему, вам надо, это займет какое-то время, вот прямо с таких примитивных вещей начиная, сесть за стол и спросить, что я хочу есть, прийти в ресторан, и прежде чем начать заказывать, вот сидите сколько вам надо, и представляйте себе этот суп, эту котлету, как вы будете есть, и спрашивайте себя все время, хочется, не хочется, хочется, не хочется. Вам придется делать то, что с вами не делали в детстве ваши родители. Если бы это было в свое время, когда вам было 3 года или 5 лет, вы бы сейчас уже точно знали, что вы хотите. А сейчас вам придется это делать самому, хотя вам уже за 40. Но ничего страшного, мы не торопимся. Начинайте себя спрашивать. Вообще часто останавливайтесь и думайте о том, что было бы вам приятно. И доводите это до конца. Теперь, как не перегибать палку в выборе между своими интересами и других людей? Одна простая история. Все, что вы делаете в ущерб себе, все плохо, даже если вы приносите кому-то пользу. Как можно принести кому-то пользу и не в ущерб себе? Рассказываю, вы должны этого хотеть. Но обычно люди, выбирая других, они игнорируют себя, это не то, что желание такое. Это такие мазохистические какие-то истории, а при этом вы могли бы сами получать удовольствие, делая что-то хорошее для других людей. Вот нужно как критерий держать в голове, что то, что я делаю, не должно мне приносить ущерба. Если мне приносит ущерб, это дело плохое заранее, и я его отвергаю.